Здравствуйте, вы на канале Голос Анха, и с вами Хабиб. В сегодняшнем видео я расскажу про ближайший опасный аспект, про начало ретроградного движения Юпитера, которое нас ожидает уже 9 октября. В такие моменты, когда Юпитер меняет направление своего движения, внутренние переживания людей наполняются негативными эмоциями. Могут возникнуть неожиданные препятствия, планы могут рушиться, отношения сопровождаться трудностями. Это может вырвать многих из обычного ритма, вызвать стресс и беспокойство. Вместо поиска взаимопонимания люди в этот период могут замкнуться в себе и принять защитную позицию, особенно в первые дни и недели после начала ретроградного движения Юпитера. Не исключено, что даже незначительные недопонимания могут привести к конфликтам. Важно соблюдать дипломатию в общении с людьми. Рекомендуется завершить начатые дела, не оставляя их незавершенными. Необходимо отметить, что воздействие ретроградного Юпитера действует скрыто. Его влияние проявляется постепенно, становясь все более сильным и устойчивым со временем. Основное различие Юпитера от других активных планет, движущихся в обратном направлении, заключается в том, что невозможно противостоять его воздействию. Поскольку Юпитер является покровителем раков, стрельцов и рыб, даже во время своей ретроградности он будет поддерживать представителей этих знаков. Хотя они могут столкнуться с трудностями, сложившиеся обстоятельства не принесут им серьезных проблем. Я предупреждаю остальных представителей зодиака о возможных рисках углубиться в негативный путь развития и ухудшить свою жизнь, чувствительность и интуицию. Активность ретроградного Юпитера начинает возрастать с 9 октября. Однако его воздействие будет нарастать постепенно, что даст возможность приспособиться и привыкнуть к нему. С 9 октября можно ожидать незначительного замедления в областях, связанных с финансами и обучением. В жизни каждого из нас могут возникать сложности, в том числе и в личных делах. Юпитер может унести чувство удовлетворения жизни, счастья и вместе с ними иллюзии о будущем. Независимо от того, что вы делаете, проводите время с друзьями, занимаетесь бизнесом, строите отношения или вдохновляетесь творчеством, в каждом уголке жизни могут встречаться препятствия. В такие моменты я рекомендую опираться не на общепринятые нормы, а на собственные чувства и опыт. Период ретроградного движения Юпитера представляет собой уникальную возможность для глубокого погружения в свои эмоции и стремления. Целеустремленность, ответственность и практичность – это три основы, на которых стоит построить свою жизнь. Да, это потребует от вас значительного времени для самоанализа, внимания к духовному росту, изменения привычных шаблонов поведения и отказа от некоторых удовольствий. Но если вы сможете пережить все трудности и сохранить стойкость, то Юпитер обещает щедрые блага в ответ. Ожидается замедление в сферах образования, права и финансов. Регулярно могут возникать несоответствия, ошибки и задержки, требующие дополнительного внимания и анализа. Проекты с долгосрочной перспективой также могут пойти на второй план, поэтому я рекомендую приостановить активность по запуску новых начинаний, жизненно важных решений, основанию собственного бизнеса и переездом до февраля. В период ретроградного Юпитера крайне важно соблюдать терпимость, избегать резких изменений и относиться к жизненным событиям с пониманием и уважением. В этот период, особенно в самом начале, могут возникнуть странные размышления о вашем жизненном пути, вашем вдохновении, о том, правильно ли вы поступаете. Это естественные вопросы, требующие ответов, поэтому не углубляйтесь в печаль, не проливайте слезы и не изолируйтесь. Помогайте друг другу открывать себя. Возможно, в период ретроградного движения Юпитера в этом году вы сможете постигнуть смысл жизни или приблизиться к нему. Одиночка может быть особенно трудно в это время, так как движение Юпитера в обратном направлении может склонить вас к изоляции. Ваши коммуникативные способности будут ослаблены, поэтому не поддавайтесь животным инстинктам, особенно в делах сердечных. Проблемы в личной жизни могут сказаться на вашей карьере и бизнесе.
Знакомство стоит начинать с осторожностью, так как многие могут быть выгодоприобретателями. Тоже относится и к вам. Не стоит быть жадными и проявлять эгоизм. Покажите окружающим, что вы готовы делиться своим успехом. Будьте осторожны при принятии спонтанных решений, без должного обдумывания ситуации. В период до начала февраля ретроградный Юпитер может запутать вас, поэтому стоит быть бдительными. А на сегодня это все и помните. Несмотря на предсказания ретроградных планет, помните, что вы сами кузнец своего счастья, а планеты могут стать вашими союзниками, если вы учтете мои рекомендации. Не стоит рисковать в период ретроградного Юпитера, так как возможно потерять то, что было достигнуто ранее. Удача не всегда будет на вашей стороне в данный момент. Поэтому иметь запасной план и рассудительно подходить к событиям всегда будет полезно. Успехов вам! До скорых встреч!